Опираясь на 20-летний опыт в сфере здоровья и правильного питания, мы пришли к выводу, что большинству людей не нужны диеты, но нужно правильно настроить организм. Согласно статистике, примерно 95% людей, которые садятся на диету, через год после окончания процесса или набирают тот же вес, или даже больший. Всем людям, которые обращаются к нам относительно похудения, мы даем две рекомендации. Во-первых, сбалансируйте обмен веществ. Во-вторых, не гонитесь за быстрой потерей веса. Есть золотое правило – худеть можно максимум на 1-2 килограмма в месяц без риска получить проблемы со здоровьем. Разумеется, можно сбросить и больше килограммов, но это несет в себе риски для вашего здоровья. Мы не рекомендуем этого делать без специалиста. Некоторые диеты требуют пропускать завтрак или обед. Это одна из худших вещей, которые вы можете сделать ради похудения. Сейчас очень внимательно послушайте то, что я скажу. Пропуск еды приводит к тому, что уровень сахара в крови падает, а метаболизм замедляется. Тело переключается в режим экономии и начинает сохранять каждый кусочек пищи, которую вы скушаете, преобразовывая ее в жир. Более того, ваше тело может даже использовать мышцы в качестве источника энергии. Вот почему после голодания люди теряют мышечную массу. В определенных случаях голодание полезно, но в данном случае, если вы хотите похудеть быстро и при этом не потерять мышечную массу, не пропускайте ни одного приема пищи. Не допускайте перерыва в пище более 4-5 часов. Ночь не берется в расчет. Определитесь, в какое время дня вам удобнее принимать пищу и придерживайтесь этого графика, не нарушая его. Лучше кушать 5 раз в день и понемногу, нежели 1-2 раза в день и при этом переедать. Большинство нутрициологов, и мы в том числе, рекомендуем отдать предпочтение пятиразовому питанию. Перерывы между приемами пищи должны составлять 2,5-3 часа. Например, мы рекомендуем такой режим питания. 7:00 завтрак, 10:00 перекус, 13:00 обед, 16:00 перекус, 19:00 ужин. При этом последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна. Ночью пищеварение замедляется в несколько раз, и это нехорошо. Желательно есть овощи и белок на ужин, так как они не приведут к набору веса. Однако отказываться от ужина неправильно, особенно это важно для спортсменов. Если промежуток между одним и другим приемом пищи превышает 10 часов, это путь к потере мышечной массы и образованию желчнокаменной болезни. Если по каким-то причинам вы не успеваете поужинать, выпейте на ночь стакан кефира или домашнего йогурта. Главное, не ложитесь на голодный желудок. Согласно исследованиям, сон на голодный желудок приводит к перееданию на следующий день. Поэтому люди, которые отказываются от ужина, чаще всего набирают в весе. Запомните также, что завтрак – это самый важный прием пищи. Он должен быть сбалансирован и обязательно содержать достаточное количество белков и жиров, плюс клетчатку. Почему это так важно, мы расскажем в следующих видео этого цикла. И, наконец, вместо имеющихся у вас тарелок используйте тарелки меньшего размера. Это очень важно для контроля объема потребляемой пищи. Именно этот способ рекомендуют использовать ученые. По их мнению, даже при незначительном снижении объема пищи человек может похудеть на 11 килограммов в год. При этом научитесь есть медленно. Желудку требуется время, чтобы подать сигнал мозгу, что он сыт и доволен.